Ребята, мы здесь целый год. Столько было событий, и мы очень рады, что это все происходит с нами. Мы не столкнулись ни с каким негативом, хотя у нас был плохой польский. Спасибо полякам за их гостеприимность и за их адекватность. Переезжал я без работы сюда, уволился в Беларуси со своей старой компании, выходить именно на польский рынок. Когда Саша искал все свои работы, я училась в Косинусе, и он написал мне, предложил работу ассистентом у себя. Первое, что нужно делать, это искать работу с поляками на польском языке. Мы съездили на неделю в Италию, в Чехию, в Прагу, в Австрии, в Вене и в Осло, в Норвегии. Мы наконец-таки решили купить чупика. Все возможности для жизни, для развития, для путешествий, для всего чего угодно, просто желание. Наши визы уже закончились, а с картами побыта все очень сложно. Как всегда, теплое, уютное видео получилось. Ребята, всем привет! Спасибо, что заглянули на наш канал. Ставьте заранее нам, пожалуйста, лайкос. Просто сегодня очень важное, интересное видео. Да, очень важная тема для нас. Ребята, мы здесь целый год! Ура! Не верится, наверное, но с другой стороны, в принципе, если вспоминать, очень много всего произошло. Да. И это классные события в основном были. Мы очень рады, что мы переехали, потому что наша жизнь за вот этот один маленький год изменилась, кардинально, да? Да. Столько было событий, и мы очень рады, что это все происходит с нами, и что это произошло все за один год. Вы сейчас слышите, сейчас кто-то гоняет, это наш Чупи, это тоже наше событие. Да, и вообще хочется рассказать о своих, не знаю, успехах, своем пути. неудачах, в целом, советы какие-то, через что мы прошли, через что еще предстоит пройти. Через что предстоит пройти, мы еще не знаем. Есть подозрение. Но в итоге мы просто хотим рассказать, что у нас было за этот год, к чему наша жизнь подготовила и с чем мы столкнулись. И, возможно, это кому-то будет интересно, возможно, кто-то тоже сталкивался с таким же. Короче, погнали. И стартуем с нашего приезда. Как мы сюда добирались, есть видео, по какой визе и все подробности. Хотя бы выехать из Беларуси, уже спасибо за это. Пришлось нам отсидеть карантин. Мы это делали тоже так, довольно интересно. Но тоже снимали видео. Да, было немножко печально, потому что это был июль, и мы были закрыты, а тут столько движухи происходило вокруг. Сегодня сделали открытие вот этого пространства во дворе у нас. Позвали всяких людишек, а нам даже выйти нельзя. Хотелось выйти, посмотреть новый город, новая страна. Долгожданный выход был, мы тоже очень обрадовались. Побежали в первый же день делать официальные дела. Открыли банковский счет. Вскоре пошли оформлять номер песель. Прививаться сходили. И самое важное... сходили. Нет, самое важное, в этот же день мы устроили меня в Косинус. Помнишь? Да. Ребята, еще тогда у нас не было польского, просто... практически никакого. Да, был немножко там у Саши, но это все равно не то. Да? У меня не сильно уровень вырос. Вырос, конечно, но да я нет, ты уже можешь говорить подготовленным на приезжал. польском, да. А я тогда вообще не говорила, это было ужасно, ребят, это было отвратительно. Я думала, что если мы пойдем в Косинус, то, как я знала, там уже много русскоязычных, то думала, они как-то там подготовлены к русскоязычным. Оказалось, все не так. Я думаю, что многие с этим сталкивались и понимают, о чем я говорю, да? Да, с учебой отдельная история, с Олиной учебой, потому что я здесь нигде не учусь. Тебе и не нужно, да? Еще я бы хотела добавить, что когда мы делали важные дела по приезду, то мы не столкнулись ни с каким негативом, хотя у нас был плохой польский и хороший Сашин английский, но он почти не понадобился тут в Лоди. Мы как-то все подготовили, все пришли, четко все сделали, не знаю, без замедлений каких-то, без проблем, да? Мы никогда не просили переходить на английский. Я думаю, в каких-то местах нам бы пошли навстречу, но мы старались на польском, и, в принципе, везде все обошлось хорошо. И в банке, и в Ужонде, везде. Так что спасибо полякам за их гостеприимность и за их адекватность. Главной задачей по приезду был поиск работы для меня. Я начинал еще поиски в Беларуси где-то за месяц-полтора до переезда, безуспешно. И здесь больше месяца был активный поиск. Переговоры, созвоны, интервью разных видов, технические, нетехнические. Переезжал я без работы сюда, уволился в Беларуси со своей старой компании и,
осознанно именно здесь собирался искать работу, выходить именно на польский рынок, ну, для упрощения всех процессов. И в целом хотелось, ну, роста и работать именно, используя английский язык, а не русский. Ну и вот спустя месяца полтора активного поиска получила первое предложение от компании из Варшавы. Не совсем меня там все устраивало в плане технологий, возможно, еще каких-то деталей. В Ну, как принципе, и зарплата была, наверное, не супер высокая, но Ну, достаточно. так как это было первое предложение, У нас там еще поджимало желание съездить в отпуск. очень сильно, ребят. И поскольку у меня там 2 с чем-то недели было до выхода, Мгм. по предложению до выхода на работу, как раз у нас все так складывалось, что можно на недельку съездить в отпуск. А мы так хотели это. Вот мне кажется, что из-за того, Это ты ключевой согласился очень быстро на работу, потому что мы прямо вот нам надо было срочно уезжать. Мы прямо Да. очень сильно хотели. Да, у нас там уже были готовы Мгм. прививки, как раз они начинали действовать Да. за неделю до выхода на работу, и все идеально складывалось просто на неделю улететь. А мы в Мгм. отпуске не были, наверное, года 2. Да. Ну, в Беларуси мы не Ну, могли там выехать из-за пандемия. карантина, да. Ну и 1 сентября вышел я на работу. Первые дни надо было отработать из офиса, там какое-то знакомство, представление. В целом мне обещали в течение там, месяца первого я должен был проходить стажировки всякие, курсы. Дальше со 2-го месяца где-то должен был быть проект. Но я отработал 3 месяца, не дождался проекта. Пришлось искать другие варианты. Ну, я уже понимал, что в принципе согласился я довольно так спонтанно. И по истечении 2 месяцев я понял, что не особо хочу работать вот с этими технологиями, Мгм. вот в этой сфере. Это было страхование. И в целом все-таки задумался, что будет ли это хорошо для дальнейшего развития, для карьеры. И начал подыскивать варианты. В том числе закидывал удочку к тем компаниям, с которыми я уже общался летом при поиске первой работы. Ну и так сложилось, что с одной из них удалось продолжить как бы весь процесс найма со старого этапа, когда я уже прошел техническую часть. Поэтому довольно быстро я допрошел все, что мне осталось. Мне сделали еще одно предложение. И я его принял. И 2 недели надо было доработать в старой компании. Мы так довольно легко, в принципе. Меня пытались Мгм. отговорить, но довольно легко мы разошлись по обоюдному согласию. Это все мы тоже снимали, рассказывали. Видео есть на канале. Наверное, про все наши события есть Да, отдельное ничего мы видео. не Да. скрывали. Отдельное видео на канале, но для того, чтобы вам не приходилось пересматривать все видео на нашем канале, мы решили все в одно Да, плюс какие-то совместить. выводы, Ну да. советы. В это время, когда Саша искал все свои работы, я училась в косинусе. Немножко проучилась. Я там, ребят, проучилась, не знаю, месяца 3, наверное, да? Ну, Где-то до зимы, мне до кажется. до ноября, декабря, где-то в начале декабря, холодно наверное, уже уже было, решили, да. что фигня какая-то. Не то, что как бы фигня, но просто мне было сложно, как это сказать, с языком. Это самая важная причина. Мне было просто очень сложно, потому что я не понимала ничего, 0, просто zero. Хотя я уже занималась с репетитором по польскому языку, но мне все равно было катастрофически сложно. Я не понимала, что люди говорят. На русском, конечно, я понимала, но они там не говорят на русском, поэтому мне было максимально сложно. И я подумала, что лучше я подучу польский, уйду, подучу польский, потом вернусь. И вот в это время, когда я ушла, мы все равно снимали видео, там продолжали, и мне написал будущий мой начальник, он увидел, что я когда-то училась на гигиениста, он увидел и предложил, а у него есть своя клиника. И он поляк, что И он интересно. поляк, да, И но он немножко знает знает немножко русский, да. помню. И он живет в Лоде, понятное дело. И он написал мне, предложил работу ассистентом у себя, но только чтобы я пошла учиться. К этому времени уже прошли месяцы, я уже немножко как бы владела языком, польским. Но это, конечно, было очень плохо. Ребята, это было чуть лучше, типа, чем было в начале, там, на 2%. И все. В общем-то, мы пошли, поговорили с ним, он предложил мне работу. Я, конечно же, согласилась. Как бы мне так повезло, что мне предложили работу, потому что со своим уровнем языка и,
я боялась еще, да, и я не могла найти работу. Мне еще было даже страшно начинать. Очевидно. Да, очевидно. Мне было настолько страшно, что у меня коленки так дрожали. Ну, раз мне предложили, и спасибо ему большое, я им буду, наверное, благодарна всю жизнь, потому что ну, он сделал благородное дело. Он реально спас мне жизнь, можно сказать, потому что я уже тогда чувствовала себя ну, как-то, ну, как неполноценно как человек, потому что мне очень хотелось работать, хотелось как-то вливаться в польское общество, хотелось как-то вот понимать, изучать. И я уже знала и понимала, что язык я не выучу хорошо, если я не буду с кем-то общаться. А общаться с поляками, ну, на русском, он на польском, я на русском, это тоже странно, кому это нужно. Ну, и, естественно, я согласилась, даже не задумываясь. Еще раз хотела сказать, если он будет смотреть это видео, это было для меня очень важно, и заранее спасибо большое. В общем-то, я пошла работать ассистентом стоматолога. Было сложно. Ужасно Первое время сложно. было ужасно, потому что, ребята, ну, Саша знает, я не знала вообще слова. Я знала только там «Здравствуйте, спасибо большое, меня зовут Оля». И когда мне говорили много-много информации, ну, то есть мне объясняли, что это, к чему, как, куда, а я никогда не работала ни в медицине, ни уж тем более не ассистентом стоматолога. Короче, это было отвратительно, сложно, но я не знаю, как-то на интуиции, как-то вот все шло. Мне очень сильно помогали, и все, я как-то влилась в работу. И сейчас, конечно, я уже могу сказать, что я практически все знаю, могу... Да, полноценный Да, сотрудник. полноценный сотрудник, я уже могу работать, и не знаю, и нет никаких с этим проблем. Но это сейчас. А до этого это был длинный путь, которым я очень переживала. Было не то, что как бы слезы, были больше переживания. И параллельно я пошла учиться уже в другую школу, школа СКК. Конечно, мне сразу сказали, я предлагаю тебе работу, но все классно. Но при этом, конечно, ты должна получить образование. Ну, я понимала, что мне нужно идти учиться. И уже к тому времени, когда я пошла учиться, я уже работала. И получается, что у меня язык все больше, с каждой неделей все лучше становился, потому что я со всеми общалась. Ну как, я стеснялась, но все равно стесняешься, не стесняешься, к тебе все подходят, с тобой пытаются разговаривать, потому что поляки, они супер открытые, я не знаю, они такие открытые, такие позитивные. Им все интересно узнать, а ты откуда, а ты что? Ну, то есть понятно, что когда они меня видят каждый день, я хожу, не разговариваю, я была просто забитым человеком. Мне было страшно, потому что я не знала ни одного слова. Но они как-то проявляли всегда инициативу, подходили ко мне разговаривать, и как-то пошло, поехало, и вот как-то я чуть-чуть уже могу поддержать маленький диалог. Ну, я думаю, что дальше будет лучше. В общем-то, вот так работа нашла меня. Я уже на момент этого видео закончила первый семестр обучения. Не сложно, не страшно. Могу сказать, что идите обязательно учиться, но я бы все-таки посоветовала, чтобы уровень польского хоть какой-то был. Ну, потому что мне лично было сложно без польского. Ну, да, вообще полициальная школа – это супер вещь, Мгм. очень полезная, и сами поляки этим с удовольствием пользуются, Пользуются, да. переобучаются в любом возрасте. Тем более профессии там все востребованы. Самое важное, я даже не ожидала, но в Польше люди, они как-то в любом возрасте готовы переучиваться. Вот я с этим сталкиваюсь и в своей полициальной школе, ну и так вот в жизни я замечаю. И мне так это нравится, что это не боятся в любом возрасте что-то менять. Ну, и они более как-то интегрируются в новый уровень жизни. Вот если они чего-то захотят, они... Почему бы не поучиться там год мне, и будет у меня новая профессия? Это мне нравится. Ну и вот еще насчет того, что ты пошла работать, именно это дало огромный толчок к уровню языка. Мгм. И если человек очень хочет вливаться в культуру, в страну, в общество, первое, что нужно делать, это искать работу с поляками на польском языке, а Да. не пытаться найти там Русский своих самый. соотечественников на своем языке. Ну, это Мгм. годами длится тогда интеграция. Ну, мне, конечно, легко говорить, как бы работа нашла меня, мне повезло на самом деле. Но дальше я бы все-таки, наверное, искала просто работу с поляками. Ну, может, даже и не с поляками, лишь бы работа была. Ну и по опыту Сергея, Да. двоюродного брата Мгм. Олиного, он тоже По работал с польски поляками кузен. очень, Мгм. очень быстро
Очень выучил быстро язык. выучил язык, влился. У него даже польские знакомые, польские Да, друзья. всё. Ну, За год у это, него да. этот круг друзей был. Вот мы сейчас уже тоже на момент съемки этого видео, тоже у нас есть знакомые поляки с моей работы и Сашиной работы знакомые поляки. И все шикарно. А Да, такие же просто хорошие мои люди. коллеги, они Да. в других городах. Мгм. Это Ну, немножко все равно же, усложняет. да. Но все равно ты же с ними общаешься, как бы. Ребята, сначала, да, страшно из-за того, что а что они подумают, а что они скажут. А потом, когда ты начинаешь общаться и понимаешь, что им вообще все Да все равно, только как рады, ты если ты говоришь. пытаешься на их Да, языке говорить. мне было так страшно, а им вообще лишь бы вот я что-то сказала, да, лишь бы я как-то вот пошла на контакт. Я думаю, что, ну, я уверена, что им важно, чтобы ты просто даже пытался говорить. Ну, когда вопросы с работой были решены, главный наш вопрос Мгм. был, это как отдохнуть, съездить в путешествие. И мы вот уже с августа начали активно этим заниматься. Первое наше путешествие перед выходом на первую работу. Мы съездили на неделю в Италию. Естественно, все видео есть. Мгм. Они недооценены по просмотрам. Но там было очень классно. Было жарко, но Мгм. классно. Очень классно. Италия это вообще... Два слова просто хочу сказать. Италия это просто... Любой город очень красивый. И для меня, кстати, в той поездке было открытие, что в Италии куча кривых башен. Ну, не только Пизанская башня. Да, там в Ребят, каждом городе, где мы были. везде кривые башни были. Еще мы успели съездить в Чехию, в Прагу, Мгм. и не только. Были недавно, вот уже весной, в Австрии, в Вене и в Осло, в Мгм. Норвегии. Конец Вены. Нам надо идти Мы в 25 минут. Автобус развернулся и поехал обратно в город. Капздец. Там мы были впервые, нам там тоже очень Очень понравилось. Мгм. И, к сожалению, сейчас мы немножко Немножко не можем не никуда можем ехать. путешествовать. Ну, есть планы путешествовать по Польше в ближайшее время. Мы до этого еще до переезда были в нескольких городах крупных в Мгм. Польше. И уже во время жизни здесь посещали такие небольшие городки поблизости. Это тоже очень интересно, потому что они такие не туристические, не заезженные. Иногда просто даже название этого города ты никогда не Мгм. слышал. А он Ну, оказывается таким классным местом, вот для нас, жемчужиной да, для нас настоящей. было открытие с Геш и Побьяницы. Просто путешествовать. Путешествуйте по Польше Мгм. и за пределами, это всегда расширяет кругозор. И Лович О, классный и очень Лович, был. так. Мы были в Скансене, такое классное тоже Ой, место. так нам понравилось Скансен. Вообще мы там ходили, там еще никого не было, ребят. И мы ходили, там всякие рожицы кривляли. Ну, изучали, было очень Ну здорово, да, вот реально. это вот такая историческая часть городов и не только. Классно очень. У нас еще Мгм. впереди тоже планы. Но Ну, просто пока у нас Чупи маленький, да, да, и мы мы ждем, его не чтобы он можем подрос. никак Мгм. оставить, и с собой брать сложно. И Да. жарко Ну, про Чупи сейчас. позже. Ну и вот что касается путешествий, мы не упомянули, что насколько же это легко делать из Польши. Мгм. Автобусы, поезда, самолеты дешевые. Из Гданьска даже можно на пароме в Скандинавию уехать. Ну, Я мы так хочу. пользовались М. не поездами не пользовались, только автобусами, Мгм. самолетами. К сожалению, у нас тут аэропорт какой-то есть в Лоде, но никуда не летает. И мы сюда из Варшавы, Естественно. Мгм. ну, поэтому это занимало время. Доехать до Варшавы часа 2, доехать из Варшавы в аэропорт, который лоукостовый, Мгм. Модлин, еще час. Еще за 2 часа, за 3 надо быть до вылета. Короче, Короче, полдня геморрой. только на Мгм. то, что добраться до аэропорта и улететь. Да. Но в целом, ну, очень классно и дешево можно путешествовать из Польши. И без границ. Мне еще нравится, знаешь, Сашка, что можно паспорт забыть дома, Да? и тебе никто не будет проверять. Ну, если там по Европе. Очень редко, Мгм. очень. Буквально раз за всю поездку у нас там Ну, это могли супер проверить. комфортно, да. И когда мы уже обжились, столько всего сделали, столько всего у нас произошло, мы наконец-таки решили купить Чупика. Нашу любимую собаку. Да, То есть- кличка была готова Да. уже заранее. Посмотри. И когда мы договорились с хозяином квартиры, что он не возражает, Да. и все такое, Когда у нас не было проблем никаких, хозяин, ой, так лезет меня. Хозяин сказал, что да, пожалуйста, только нужно заплатить ну, залог. залог, получится. да, залог 1000 злотых. Мы это все сделали. Он сказал, если мебель не будет погрызана и не будет ничего испорчено, то я вам все верну.
Мы сказали, окей, собака будет маленькая, мы будем за ней следить, воспитывать. Но мы бы не решились, наверное, на собаку, если бы Саша не сидел каждый день дома и работал. Он дома работает. Если бы так, конечно, было бы сложно, да, решиться на собаку. А так мы решились и нисколечки не жалеем. Покажите, папа. Привет, привет, я Чупи. Чупи — это вообще наша самая Милашка огромная любовь. невероятная. Ну, сейчас уже, на сегодняшний день, вот опять на сегодняшний день, который мы снимаем видео, Чупи уже умеет делать все. Он даже уже научился не есть все подряд на улице. Для 5 Ну. месяцев хороший очень Да. результат. Он очень умный, сообразительный. Да. Иногда непослушный, но, Чуть-чуть. Да, чуть-чуть но очень непослушный. догадливый. Ну. Очень быстро учит Да. все команды. Сидеть, не трогать, по Очень, команде да. кушать. Ой, вообще, это радость самая большая. И еще хотела сказать, ребят, если вы захотите себе собаку и вы живете в квартире, берите пуделя миниатюрного, либо той-пуделя. Ну, точнее, я бы посоветовала, потому что это действительно очень умная собака. Надо только учитывать один момент. Что Они катастрофически не любят оставаться в одиночестве. это правда, к сожалению. Это не только в да. нашем случае, мы знаем и другие. Да, к сожалению, все пудели, они очень социальные, и они очень привыкают к своим хозяевам. Чупи. Ну и Чупи, вот он не может без нас, даже если мы пойдем на балкон, даже если мы пойдем в другую комнату и просто не в зоне его видимости. Ему обязательно нужно, даже если он спит в этот момент, ему обязательно нужно встать, посмотреть, проверить. Ты тут? Ладно, если ты тут, я пошел обратно спать. Вот ему надо вот обязательно это все проверить. Плюс он очень быстро... Да, Чупи, не грызи микрофон. Плюс он очень быстро понял, что мы от него хотим. Он, кстати, ничего не грызет у нас. Он знает все команды, которые мы лично хотели, чтобы он выучил побыстрее, да. В общем-то, я не знаю, ребят, ну это, посмотрите, самая лучшая собака. Это просто новая, другого уровня жизни. Да. Первые недели 2 было сложно. Очень сложно, А ребят. сейчас Мгм. почти сплошной кайф. Первые даже не 2 недели, наверное, первые 2,5-3 недели. Было очень сложно, потому что он пищунькал, где хотел. Да, надо было там до Ну. 10 раз в день выходить в А туалет. то бывало и больше. Да. Ну мы... Какие-то сложности, проблемы. Ну, привыкание банально к И новому плюс- месту. Ему было 3 месяца, конечно. И ему было сложно, потому что он не мог спать, потому что ему мешал каждый звук. Там, не знаю, ремонт, кто-то прошел, я что-то делаю, там, встану, иду, то есть и Саша, если что-то делает, ему все мешало. И у него тоже Не были мог найти какие-то нервы, место. да. А потом как-то успокоился, все, лежите, зайчик. А потом как-то успокоился, и все, теперь он прекрасно живет с нами. Да, спит, как положено, Ну. много, растет, как Да. на дрожжах, Вообще, уже набирает рост, 300. вес. Да. Ну и, конечно, мы его водим к ветеринару всегда. У нас тут очень хороший ветеринар недалеко. Саша его нашел в интернете. Женщина просто превосходная, такая добрая, вот так, как и должен быть ветеринар. Добрая, открытая, приятная, она полька. Из-за того, что у нас есть хоть маленький, небольшой Уже польский, получше. уже получше, да, уровень польского языка, я имела в виду, мы спокойно можем объяснить, что мы хотим, что нам нужно, какие у него есть проблемы. Но, слава богу, у этих сладких ушек нет никаких проблем. Ну, такое, знаете, там из-за того, что ему там он маленький, до года, надо Ну, делать там, много да, прививок. просто прививки, там от клещей, Мгм. от паразитов, ну, это ж как Да. бы не болезнь. Ну, там один раз еще брали таблетку, потому что у него было что-то там, с пищеварением С пищеварением. проблемка. Да. Это Ну, вот первую первую неделю. неделю. А так все хорошо. Мгм. Растет, Как на дрожжах. возмужает. Ну и вообще, последнее хочу сказать, что Чупи не может оставить никого равнодушным на улице, конечно. Он с нами везде таскает, потому что он не может быть один дома. Но мы его, конечно, приучаем, оставляем. Но сердце разрывается, когда ты слушаешь диктофон, потому что мы оставляем диктофон, либо оставляем видео записывать, что он тут делал. Сердце разрывается, когда он такой... Вот это вот Да, каждую да. секунду. Не может себе найти Ну. место, не ест, не пьет, не спит, не Да. играет. Просто Вообще ничего, просто всё. скучает. Да. Круглые Хотя мы сутки. ему оставляем и вкусняшки, и какие-то его любимые игрушки, и воду, и поесть. Он вообще вот просто игнорирует все. Ой, идет к Сашке.
к своему дружку. Что-то Оля меня гладит, а Сашка не гладит. Да. Но он на самом деле наша любовь отдельная. Мы его так обожаем. Ну и про Чупи, наверное, закончим. Ну и на этом, наверное, все хорошие моменты, которые, конечно, большинство заканчиваются. Есть у нас и плохие. Самая главная проблема то, что потому что мы уже здесь год, наши визы уже закончились, а с картами побыта все очень сложно в данный момент в Польше, и у нас прям вот особенно сложно. Мгм. Нашими картами побыта занимается агентство, которое сотрудничает ну, с моей компанией. Компания сотрудничает с агентством. И когда я устроился, мы пытались сами записаться какое-то время, буквально месяц, и дальше сказал, что давайте лучше через агентство, чтобы я не тратил время на это. Мгм. Там становилось все сложнее и сложнее записаться. Короче, очень сложно. На личную подачу сейчас вообще не знаю, как можно записаться. Даже агентство не может ничем помочь. Мгм. Мы подали документы почтой, и вот уже в марте у нас было подтверждение, что они получены. Но с марта никаких новостей. Ну, к сожалению, нас никто Ну, не даже зовет. не звали ни разу Да. на прием. То есть ни печати даже нету в паспорте, ничего. Нелегалы, ребят. На самом деле мы знаем, что все будет хорошо. Ну, как бы, да, в Время- любом да, случае просто надо компания ждать. заинтересована в том, чтобы мы остались в Польше. Да. Но если что-то резко начнет меняться, я думаю, какой-то план есть на наш счет. Мгм. Мы Ну, надеемся на лучшее. это напрягает, и Ну, к плюс сожалению, мы... невозможность куда-то выехать Да. у нас на ближайшие, я думаю, полгода это гарантированно, а то и год. Ну и в целом будем же закругляться и такие выводы небольшие отметим. Польша нас приняла очень хорошо. Да, Да, Сашка? вообще, ну, супер. Мгм. Мы даже не ожидали настолько, что все будет гладко, хорошо, приятно. Мне очень нравится на моей работе, просто я обожаю своих коллег. Они реально все очень открытые, все очень добрые. Я, наверное, благодарна всему, с чем мы столкнулись в Польше. Уровень жизни наш реально увеличился, улучшился, точнее, Да, вырос. и вырос, потому что у нас здесь есть все. Все, что мы так Да, хотели. мы снимали видео, что Да. здесь очень можно выгодно и закупаться всем чем угодно, Мгм. экономить очень легко, ну, Легко. куча возможностей. При этом и выбор, ну, не только продуктов, вещей, всего чего Мгм. угодно, техники, вообще возможности, все заказать с доставкой, ну, О, это супер классно. удобно. Мы вообще забыли, когда мы ходили последний раз в Ну, торговый центр, зачем чтобы так выбирать крупно? себе что-то. Да. Зачем ходить, если все привезут? И чаще даже Вообще бесплатно. очень удобно. Да, и самое прикольное, что можно доставку как курьером, как в Жабке, как в почкомате. Куча возможностей. Да, это очень удобно. Зачем торговый центр тогда? Что еще касается конкретно вот жизни в Польше, мы приезжали в Лодзь как такой, ну, первоначальный город, подешевле, освоиться, найти работу. И думали, вот как закончится контракт аренды, через год приезжать. Мы даже, помню, устраивали такой Да. мини-опрос, какой город выбрать. Думали насчет Познани, Вроцлава, даже Кракова, по-моему, мы упоминали. Но в итоге мы уже со временем начали понимать, что все-таки здесь работа Олина, и это, ну, и доучиться нужно. Ну, самое важное, конечно, доучиться и работать. Да, потому что именно работа завязана Мгм. только здесь есть, и не факт, что без образования можно еще куда-то устроиться, а Мгм. здесь уже так все сложилось, хорошие коллеги к тому же. Очень. Мне даже Плюс, жалко Да, уходить. наша квартира нам нравилась, Мгм. и когда нам еще разрешили песика, все Мгм. стало абсолютно ясно, что мы остаемся здесь еще минимум на год. В принципе, мы не отказались от идеи насчет переезда, и будем еще думать об этом. Но для начала, да, нужно разобраться с картами по быту. Мгм. Я еще хочу пойти вот учиться на права, что я не успел в Беларуси Да. доделать. Короче, дел еще на самом деле очень много. Ребята, оставайтесь с нами. Вы видите, что жизнь такая у нас, что постоянно что-то происходит. Да, впереди Да. лето, еще М. куча планов. И У Чупи нас уже- будет первый полноценный отпуск уже в Польше. Да, и Чупи уже чуть-чуть подрос, повзрослеет, и повзрослел. мы куда-то попремся чуть-чуть вместе, чуть-чуть, может, придется и расстаться Ну, нам там, где на нельзя пару с дней. Чупи. Это будет ужасно, это Да. будет самое ужасное. Я не знаю, как мы будем отдыхать без Чупи, как он, главное, будет отдыхать без нас. Но, к сожалению, Да. вот один из главных наших планов — это поехать на хотим- Морское Око, и да. туда, к сожалению, нельзя.
Вот с вообще с такими животными, сладкими животными. поскольку это национальный парк, Мгм. и там даже с самыми маленькими и послушными не пускают. Да, придется оставить его. Еще я хотела добавить, в Польше очень-очень они любят собак. И Это очень вообще много. так заметно. Мы ходим во все магазины, но нас только вчера один раз выгнали, Ну, и кстати. очень редко. Да. Практически никогда нас не выгоняют, Ну, потому не что он прям сидит. выгоняют, просто просят уйти. Не, ну, Говорят, что конечно, у нас да. нельзя собак. Не то, что прям Вон, вон, пошли да. отсюда. Со своей А во собакой. многих магазинах даже сами сотрудники Да. умиляются. И делают комплименты Чупи. Да, про тебя говорим. И мы были в заведении, кушали рамен, Да. и там тоже принесли мисочку с водой. Да. Сказали, вашей сладкой собаке обязательно нужна вода. Бесплатно, ребят, бесплатно. И мы не просили, то есть работники сами пришли. Ну, в общем, этот год прошел очень удачно, хорошо, успешно для нас. Мы очень благодарны Польше и полякам Мгм. за все, что с нами произошло. Спасибо Просто большое, все возможности для жизни, для развития, для путешествий, для всего чего угодно. Просто желание, пожалуйста, и какое-то трудолюбие. Ну, Мгм. этого достаточно, чтобы жить хорошо, добиваться своих целей. Наверное, я еще добавлю то, что мы вели целый год YouTube. Кстати, целый год реально. И у нас уже больше 1000 подписчиков. Да, бывали удачные месяца, бывали не очень, но мы продолжаем Да. и не собираемся останавливаться, потому Мгм. что как бы даже Нужно самим отметить. будет Мгм. интересно, нашим родным и близким, которые Смотрят остались в каждое Беларуси, видео. они Мгм. всегда в курсе новостей. Мы даже снимаем видео, ну вот, знаете, нам нравится, что родственники в курсе, что у нас происходит. Они смотрят каждое видео, им тоже это интересно. И вообще мы не гонимся за подписчиками, конечно же, не гонимся за деньгами, еще за чем-то. Какие деньги? Да, конечно, мы рады всем просмотрам, Да. комментариям, подписчикам. Да. Это приятно видеть отдачу. Но нам Тем нравится более, снимать. очень много Да. поляков нас смотрит, это Да. вдвойне приятно. Меня что даже с кому-то работы интересно. смотрят. Мне говорят, с работы тоже смотрят, говорят, только мы ничего не понимаем. Можете говорить, пожалуйста, на польском? Ребят, ну мы еще не готовы. Да? Ну, может, просто когда-нибудь с одно какими-то видео своими снимем? друзьями, знакомыми. Да. А прям на канал, ну, не знаю. Пока еще нет. Ну, может, когда-нибудь какой челлендж, какое-нибудь видео снимем на польском. В общем-то, мы будем прощаться с вами. Говорим вам пока-пока. До скорых До встреч. скорых И встреч. обязательно оставайтесь с нами. Пока.